Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня я представляю работу в совместном проекте с двумя замечательными мастерицами Валентиной Никита и ассорти с Валентиной. Ссылку на каналы вы увидите в описании под этим видео. Для сегодняшней работы мне понадобятся обрезки органзы, тюля, трикотажа, а также вот такая полоска трикотина. Для основы взяла фланель и тонкий слой синтепона. Верхнюю часть основы я закрою темной тканью, а снизу буду выкладывать белые лоскуты. Это будет такой своеобразный настил. Добавляю потемнее, а сверху опять буду накрывать органзой. Добавлю вот такого радужного отрезочка. Добавляю мелкие полосочки серого цвета, немножко сиреневого, а затем я это прикрою, чтобы приглушить резкие переходы. Таким образом так, ну вот в этом месте надо еще приглушить, чтобы не было большого контраста. Вот так вот мягкие переходы. И, собственно, на этом с настилом можно и остановиться. Здесь будут выкладываться еще детали, которые частично закроют это поле. Вот такие светотени получились у нас на полотне, изображающем снежный покров. Я убираю это полотно в сторонку. И потому как здесь ничего не закреплено, я воспользуюсь вот этой разделочной доской. Я на ней иногда режу мелкие детали. В какие-то моменты, когда занят мат, например, или у вас нет мата, эта доска может служить заменой. Она мягкая, и режущий диск не пострадает. Называется эта доска разделочная гибкая. Я аккуратно подвожу под полотно и убираю в сторонку. А теперь займемся домиками. Я вырезала из трикотажа вот такой не совсем прямоугольник. Мне понравился рисунок в горошек. А из обрезков дублерина я буду вырезать окошки. Мне нравится пользоваться дублерином. И вот такие мелкие обрезки я никогда не выбрасываю. Они находят у меня применение. Вот я вырезала еще детали. И сейчас я приложусь горячим утюгом. И все. Я давно пользуюсь этой уловкой. Это правда очень ловко. Отстрачивай, рисуй рамы без заморочек. Таким образом можно приклеить и другие детали. Это обрезок образца мебельной ткани. Здесь на лицевой стороне вот такая широкая полоска клея. Девочки, у кого есть опыт, как можно убрать этот клей? Сама я еще не пробовала, но сейчас я его использую в этой своей работе. Изнаночную сторону я буду использовать как лицевая. Я вырезаю прямоугольник. И я сейчас приклею окошки из дублерина, но клеить буду так, чтобы вот этот клеевой слой на изнанке не попал под утюг. Ну вот, окошки зафиксированы.
И чтобы эти домики удачно разместить на полотне, можно воспользоваться еще одной уловкой. Это кусочек полиэтиленовой пленки. Полиэтилен уже ни один лоскутик с места не сдвинет. И теперь можно уже класть как вам угодно, перемещать. Самые крупные домики у нас будут на переднем плане. Чем дальше они располагаются, тем они меньше в размерах. Вот такая еще одна подсказочка. Но это не все. Пленку можно использовать еще и для того, чтобы, допустим, вам убрать нужно незаконченную работу. Здесь вот незакрепленные детали, а они нам сейчас на столе не нужны, нам их надо убрать, и чтобы все это уже не сдвинулось с места, можно вот так положить также кусочек пленки, завернуть вот таким образом, до времени куда-нибудь убрать. Согласитесь, что это очень удобно. Я расположила домики, и у меня нашелся вот такой кусочек черного дублерина, он трикотажный. Я из него вырезала стволы деревьев. И также вот такие сучья обозначу. Одно деревце я убрала. Добавила елочку. Из белого трикотажного полотна вырезала сугробы, положила возле домиков. На крыше домиков тоже добавила сугробы. Из органзы вырезала такой дымок из труб. И вот теперь я накрываю вот это художество органзой, влажной тканью и пропариваю. После того, как я пропарила, я еще раз осматриваю картинку. Может быть, что-то надо подправить. Так, вот здесь я уже вижу. А затем я все скалываю и под машинку. Простеганная заготовка. Светлую часть заготовки стегала белыми нитками. Стегала свободными прямыми строчками, такими волнистыми. Также я отстрочила по контуру домики. Темную часть заготовки я отстегала вот такими темно-синими, скорее фиолетовыми нитками, они шелковые. Стегала так называемыми мозгами. Вот эта часть заготовки у меня осталась свободной. Она будет нести некую нагрузку. Ну, это такая небольшая интрижка. Выровняла края. Сейчас я заготовку окантую бейкой голубого цвета. Краила бейку по долевой. Ширина бейки 3 сантиметра. На мой взгляд, самая простая техника пришивания бейки. Вот я пришила с лицевой стороны, теперь отворачиваю наизнанку, подворачиваю, сметываю и с лицевой стороны отстрачиваю на машинке. Вот, я пришила. Так это выглядит с нижней стороны. То же самое я сделала и с противоположной стороны. И теперь пришиваю бейку с коротких сторон. И делаю это таким образом. Опять накладываю с лицевой стороны, вот с таким небольшим запасом в конце. Делаю подгибку на нижнюю сторону. Так, этот хвостик мне надо срезать, чтобы он не мешался. И также с этого конца. И прокладываю строчку. Вот я пришила бейку. Дальше делаю подгибку. И уголок у нас оказывается запечатанным. Все окантовано. И дальше мне нужен еще один домик. Вот сюда.
У меня уже кое-что есть. Я вырезала вот из ткани прямоугольничек, сделала срез вот сюда и исчезающим маркером обозначила вот эту линию, ну, как бы это вот угол дома, да? Дверь у меня приклеена. Вот такая крыша. Чердачное окно. Крыша у меня вырезана из вельвета. И вот такая труба. Это тоже от вельветовых брюк шлевка. Я ее вот так вот обрезала. И дальше я буду пришивать вот эти мелкие детали на машинке швом зигзаг. А чтобы детали не сдвигались, чтобы удобно было шить, я их зафиксирую с помощью клея. Это клей-карандаш. Домик я нашила вот на такой лоскут. Верхние нитки с помощью иголки я перетащила на изнаночную сторону. И сейчас я их завяжу на узелок и лишние нитки отрежу. Крышу я оформила отдельно. Пристрачиваю крышу по периметру. Я отшила домик, пришила крышу. И вот эту основу ткань, которая как подкладка, в верхней части я сделала подгибку и отстрочку. Лишнюю ткань я сейчас срежу. И вот если что-то еще хочется добавить к домику, нужно это сделать на этом этапе. И вот что я сделала. Украсила домик сугробами, добавила хлопья снега. И теперь этот домик займет свое место на картинке. Вот я пришила домик. И уже после того, как я его пришила, вот сюда напросился сугроб. Мне бы его, конечно, сначала пришить к домику, вот в этой верхней части, а потом уже я бы отстрочила нижнюю часть сугроба. Но так как это произошло уже после того, как домик был на месте, мне пришлось вот здесь, я отстрочила зигзагом, вытянула из машинки длинную нитку, и вот сейчас этой нитью я продолжу вот здесь вот пришивать вручную, не захватывая нижний слой. Так, поясню. Здесь у меня кармашек, и чтобы вот эту вот глубину кармашка мне не задевать, приходится вот проделывать такие манипуляции. Шить я буду швом через край, так как здесь участок небольшой, в общем, ничего страшного. А чтобы не захватить ненароком нижний слой, я вот вложила сюда картонку. Это у меня трикотаж, он не махрится. Ну и вот я все закончила. А теперь, что называется, догадайтесь с 3 раз, для чего такой домик. Ни за что бы не догадалась сама, но вот пришла мне в голову такая необычная идея сделать вот такую салфетку для сервировки новогоднего стола. А как вам такая идея?
А вот еще один ланчмат с домиками, и сшила я его очень быстро, потому что не надо было уже отвлекаться на съемку. И вот такие органайзеры для столовых приборов у меня получились. Ну, а если кому-то не нравится такой вариант, можно повесить на стену и использовать для ручек, для карандашей. Ну, а рукодельницы могут использовать такой кармашек в своих интересах. Если вам понравилось, ставьте лайки. Я не устаю это повторять. И, конечно, зайдите в гости еще к двум рукодельницам. Ссылки на их каналы вы найдете в описании под этим видео. А я сейчас тоже отправляюсь к ним в гости. Мне очень любопытно посмотреть на их работы. Я жду ваших комментариев. Делитесь в соцсетях нашими видео. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.